Глава 11. Трудно же открыть бутылку. По пути домой Хань Ли не встретил никого, кроме нескольких старших учеников, которым было любопытно, почему Хань Ли хромал. Но поскольку он ничего не говорил, они не сильно обращали на него внимание. Вернувшись обратно в комнату, Хань Ли все еще чувствовал сильную боль в ноге. Он сел на кровать и снял обувь, чтобы обследовать ногу. Опухоль была невероятна. На правом пальце была большая шишка, а кутикула на нем была похожа на чертовски большой красный перец чили. Хань Ли поспешно достал из-под подушки бутылку с травами. Это было лекарство, приготовленное доктором Мо, которое хорошо помогало при проблемах со свертываемостью крови. Лекарство такого калибра было нелегко заполучить, изначально оно предназначалось Чжан Таю, чтобы тот использовал его, практикуясь в стиле бронированного слона, когда получит травму. Ли не ожидал, что ему первым придется использовать его. Когда Ли открыл бутылку, сильный аромат трав заполнил комнату. Он поместил немного лекарства на рану и немедленно почувствовал на себе его расслабляющий эффект. Как и говорил доктор Мо, эффект был моментальным. Медицина старшего Мо была действительно удивительна. Хань Ли взял чистую ткань и обмотал ногу, прежде чем обуться. Хорошо. Боль медленно уходила. Он начал ходить по кругу в центре комнаты и удовлетворенно заметил, что ходить стало легче. Теперь пришло время позаботиться о таинственной бутылке, которая так навредила ему. Хань Ли достал бутылку и вытер ее, чтобы восстановить ее естественный блеск. Эта бутылка была небольшой, ее можно было полностью обхватить всего лишь одной рукой. Она была меньше той бутылки с лекарствами, которая была у Хань Ли. Бутылка была зеленого цвета с темно-зеленым декоративным рисунком, изображавшим виноград, огибавший всю поверхность бутылки. На ощупь поверхность бутылки была как те листья, изображенные на ней. Взвесив бутылку в руках, Хань Ли не мог предположить, какой металл был использован в качестве материала для изготовления этой бутылки. Бутылка не вызывала холодного металлического чувства, а также не обладала глянцевым блеском, которым должна была обладать бутылка из фарфора. Хань Ли долго осматривал бутылку, и единственное, что он точно узнал, так это то, что он не знал, из чего была сделана эта бутылка. Цвет такого оттенка мог быть как природным цветом данного материала, так и просто мог быть окрашен в него. То, каким образом была запечатана бутылка, естественно, возбуждало в Хань Ли любопытство. Осматривая бутылку, он хотел узнать, что же было внутри. Взяв бутылку в руки, он еще раз попытался открыть ее. Одна попытка, две попытки, три попытки. Все выглядело так, будто бутылка и крышка были одно целое. Она не сместилась ни на дюйм, будто отказываясь двигаться. Хань Ли был изумлен. Раньше, когда он брал бутылку в руки, не мог даже повернуть крышку. Но в то время он был ранен и не мог использовать всю свою силу, поэтому и не мог полностью оценить сложность данного препятствия. Но теперь, когда он использовал всю свою силу, он ожидал, что бутылка легко откроется. Хань Ли попытался еще раз открутить крышку, пока руки не начали болеть, однако успеха никакого не наблюдалось, поэтому ему ничего не оставалось, кроме как остановиться. Он потянул руку, чтобы расслабить ее, поскольку от усилий она была очень напряжена. Держа бутылку перед глазами, он начал рассматривать ее еще ближе. К сожалению, не было видно никакого механизма, позволявшего легко открыть бутылку. Это заставило Хань Ли волноваться. Он не мог открыть бутылку, тогда как же он узнает, что внутри? Если это так надежно запечатано, то должно быть оно определенно очень ценное. Хань Ли решил, что позволит более сильному Чжан Таю попробовать открыть ее. Хань Ли знал, что Чжан Тай мог поднимать и спускать по 10 ведер воды по горам, будто бы он летел. Сейчас именно Чжан Тай отвечал за количество ежедневно набранной воды. После Хань Ли направился в комнату Чжан Тая, в надежде, что он скоро вернется. Ждать кого-то было действительно неприятно. Во время долгого ожидания кажется, что время течет очень медленно. Наконец Хань Ли услышал скрип двери. Это означало, что пришел Чжан Тай. Взглянув на Чжан Тая, Хань Ли заметил, что тот стал носить очень тонкую одежду.
все мышцы его тела двигались, когда тот вошел в комнату. Хань Ли знал, что это все результаты его культивирования, и таким образом он не считал его странным. Обнаружив, что Хань Ли внезапно нанес ему визит, Чжан Тай был очень удивлен. Но прежде чем он успел что-нибудь сказать, Хань Ли нетерпеливо показал ему бутылку. «Брат Чжан, пожалуйста, помоги мне открыть эту бутылку». «Где ты ее нашел?» «Она выглядит очень красивой», — отметил Чжан Тай, приняв бутылку. Звук открывающейся бутылки «во». Закрыто действительно крепко. Так тяжело открывается. Как же ее можно открыть? Чжан Тай также не смог открыть бутылку. Я не смогу открыть ее. Почему бы тебе не сходить к старшему ученику и попросить его помочь? Покачал головой Чжан Тай и вернул ему бутылку, предложив другой метод. Даже ты не можешь открыть ее. Хань Ли беспокоился все больше и стал вышагивать по комнате. «Стой! Что с твоей ногой?» — спросил Чжан Тай, заметив, что Ли хромал. «Ничего, я просто пнул большой камень на дороге». Хань Ли не хотел говорить Чжан Таю о ситуации с бутылкой. Единственное, что он сейчас хотел, это сохранить ее в тайне. Хань Ли был разочарован. Сейчас он не хотел сидеть без дела и болтать с Чжан Таем, и, поинтересовавшись, как продвигается его культивирование, Ли немедленно покинул комнату и вернулся к себе, чтобы придумать способ открыть бутылку. Вернувшись в комнату, Хань Ли поставил бутылку на стол и пристально уставился на нее. В голове же он прокручивал различные варианты. Глава 12. В попытке разбить бутылку. Бум! Хань Ли крепко схватил бутылку обеими руками и со всей силы ударил ей о крышку стола. Обдумав множество вариантов, Ли решил, возможно, у меня получится открыть бутылку каким-нибудь инструментом. Он использовал несколько силовых методов, пытаясь открыть бутылку, но вскоре понял, что они не работали. Эти методы были слишком просты и прямолинейны. Обдумывая то, что все его попытки не оставили на красивой бутылке даже царапины, он немного расстроился и продолжил еще усерднее. Если бы Хань Ли знал другие методы, то он не полагался бы на только лишь грубую силу. Если бы он позвал старшего ученика на помощь, то, возможно, тот и смог бы открыть ее. Но в душе Хань Ли уже считал эту бутылку своим собственным сокровищем и не желал, чтобы другие о нем знали. Возможно, эта бутылка принадлежала кому-то, живущему в горах. Если бы владелец узнал, что она у Ли, потребовал ли он ее обратно? Эта красивая маленькая бутылка была очень притягательна, и Хань Ли не желал возвращать ее, даже если придется. Хань Ли был восхищен этой бутылкой. Хотя, возможно, она могла быть пустой, он готов был спорить, что если в ней и есть что-то, то оно должно быть чрезвычайно драгоценным. Чем больше Ли размышлял о том, каким образом ее открыть, тем больше нарастало его нетерпение. Если он не сможет разгадать тайну открытия бутылки, то не сможет хорошо выспаться этой ночью. Продолжая придумывать способы, Хань Ли спокойно ускользнул и покинул долину, оставив листья и другое барахло у себя в комнате. Он вышел, взял маленький железный молоток и вернулся к себе в комнату. В комнате он вынул маленький кирпич и вырыл небольшую щель там, где до этого тот находился. Затем он поместил кирпич в вырытую щель, а поверх кирпича поставил бутылку. Затем Ли взял молоток и, на мгновение задержав его над головой, решительно ударил прямо в центр этого маленького сосуда. Бум! Поскольку он боялся приложить слишком много силы и попросту разбить бутылку, его первый удар был легкий, просто чтобы проверить прочность бутылки. Увидев, что на ней не было и следа, Хань Ли расслабился и решил, что может приложить еще больше силы. Бум! В 5 раз бум! В 7 раз бум! В 10 раз бум! В 12 раз. Поскольку он прикладывал все больше и больше силы, его замах становился все шире и шире, а молот двигался все быстрее и быстрее. Даже после того, как половина кирпича была разбита, бутылка все еще не была повреждена и не имела ни царапины. Хань Ли был потрясен,
он не предполагал, что даже после воздействия молотка бутылка не получит ни единого повреждения. Бутылка все еще была зеленой и чистой. Было очевидно, что она превзошла все ожидания Хань-Ли. Теперь Ли был абсолютно уверен, что бутылка была сделана из чего-то чрезвычайно ценного. Но также он полагал, что настоящий владелец к этому времени уже понял, что потерял ее. Владелец мог искать бутылку прямо сейчас, поэтому Хань-Ли следовало позаботиться о ее сохранности и убедиться, что никто ее не найдет. Хань-Ли считал, что это вопрос нашедшего и потерявшего. Если бы это было что-то обычное, то он обязательно бы вернул это, но очевидно, что эта бутылка была особенной. Скорее всего, она принадлежала кому-то очень влиятельному или очень богатому, именно такое впечатление сложилось у Хань-Ли. С детства Ли был очень беден, а вся его семья работала целыми днями. Обычно они даже не доедали. Но в пределах секты Семи Тайн он часто видел, как важные шишки щедро тратили деньги на еду и питье. Ученики секты даже не хотели прикасаться к крестьянской пище. В душе Ли был очень расстроен, ведь эти богатые ученики всегда будут смотреть сверху вниз на более бедных. Они их часто дразнили, а иногда доходило до конфликтов или даже драк. Однажды даже Хань-Ли дрался, хотя и не планировал присоединиться к драке, поскольку он был слишком слаб, то все, чем для него она закончилась, был разбитый нос и опухшее лицо. Только восстановившись, он вернулся к нормальной жизни. Что касается людей в горах, там также существовали различия в отношении, основанные на статусе. Третьему дяде Хань-Ли пришлось подкупить Вана Хуфа, чтобы тот позволил Хань-Ли пройти проверку. В то же время Вуянь только благодаря влиянию старшего смог вступить в зал семи пустот. Хотя Хань-Ли давно не общался со взрослыми, он быстро стал зрелым и уже не слишком отличался от них. Рассуждая, что предыдущий владелец бутылки был слишком безответственным, чтобы беречь такую ценность, Хань-Ли решил не возвращать ее. Вместо этого он держал бы ее у себя просто от злости на этого человека. Думая об этом, Хань-Ли немедленно снял с шеи маленькую кожаную сумочку. Он получил ее дома, где ее сделала из кожи животного для него мать. В нее она положила зуб барабана удачу. Она должна была защитить его от бед и опасностей. Хань-Ли открыл мешочек, поставил туда бутылку и сжал в руках, прежде чем надеть обратно на шею. Надев ее, он осмотрелся, чтобы убедиться, что никого не было поблизости. Затем он похлопал себя по груди, приглаживая сумку, чувствуя тяжесть бутылки. Теперь он не чувствовал страха и не боялся никаких неудач. Было невозможно, чтобы владелец был в состоянии найти эту бутылку. Хань-Ли спокойно вернул молоток и притворился, будто ничего не произошло. Он медленно прогуливался по долине Руки Бога, пока не настала ночь и небо не потемнело. И затем, хромая, он вернулся домой. Глава 13. Странное происшествие. Зная, что Хань-Ли повредил ногу, Чжан Тай принес к себе в комнату продуктов и начал готовить еду для них обоих. Хань-Ли заметил, что внутри комнаты было немного грязно, поэтому он починил стул и переставил стол. Он занимался этим до тех пор, пока еда не была готова. В душе он смеялся над нелепостью происходящего, но был очень тронут действиями Чжан Тая. Сидя рядом, они начали обсуждать жизнь в секте. Затем, поедая то, что приготовил Чжан Тай, они обсуждали то, что с ними недавно произошло. Когда Ли упомянул стиль бронированного слона, Чжан Тай помрачнел. Хотя Чжан практиковал этот стиль уже на первом уровне, он все еще испытывал сильную боль во время обучения. Иногда его даже вызывали, чтобы избить, чтобы укрепить его кожу, а затем готовили ему ванну из вонючих лекарственных трав. Предполагалось, что эта ванна укрепляла и закаляла его кости и мышцы. Практикование этого жестокого метода не позволяло ему уснуть в конце дня, потому что его тело было красным и раздувшимся. А контакт с чем-либо, даже с кроватью, заставлял его корчиться от боли. Судя по его описанию, то был настоящий кошмар. Чжан Тай очень завидовал Хань-Ли, обучение которого вращалось исключительно вокруг напева. Ему казалось, что Хань-Ли походил на буддистского монаха,
который жил простой жизнью медитации и чтения напева. Услышав это, Хань Ли только и мог что промолчать. Чжан уже боялся будущих уровней стиля бронированного слона. Хотя Ли знал, что Чжан Тай испытывает чудовищные боли, не было никакого способа, которым он смог бы полностью понять глубину этой боли, не испытав ее сам. То, что такой опыт грозил болью, которая была бы в несколько раз сильнее, чем любая, которую он испытывал до этого, заставляло Ли беспокоиться. Но тот факт, что Чжан Тай до сих пор не сдался, вызывало в Ли безграничное уважение. Если бы ему пришлось поменяться с Таем местами, было бы маловероятно, что он был бы в состоянии практиковать такое тираничное боевое искусство. Даже если практика в нем сделала бы его мастером высшего уровня, то даже тогда он не сделал бы этого. Они продолжали обсуждать боевые навыки, пока не доели, и Чжан Тай не вымыл посуду. Перед уходом он посоветовал Хань Ли расслабиться и позволить травмированной ноге прийти в норму. Хань Ли взглянул на дверной проем, в котором скрылся Чжан Тай, прежде чем вернуться к себе в комнату. Он плотно закрыл дверь и оставил окно чуть-чуть приоткрытым. Он достал бутылку и начал еще раз ее изучать. Так как Ли был всего лишь 10-летним ребенком, он всегда искал, чем бы интересным заняться. Однако после долгого осмотра бутылки он заскучал. Это не упоминая его травму, которая также отнимала много сил. Поэтому он поставил бутылку на место и лег спать. Хань Ли не знал, сколько он проспал, но так или иначе, сквозь сон он почувствовал сильный запах. Внезапно он почувствовал холод в руке. Дрожа, Хань Ли с трудом открыл глаза. В оцепенении он уставился на руку. То, что он увидел, потрясло его настолько, что всякая сонливость, которую он чувствовал, мгновенно исчезла. Он внимательно наблюдал за сценой, развернувшейся перед ним. От приоткрытого окна, а также от окна в потолке к бутылке тянулись нити белого света. Он собрался в бутылке, принимая ее форму, и бутылка сама стала излучать слабое белое свечение. Свет был чрезвычайно мягкий и не был слишком яркий. Как бы то ни было, бутылка потеплела. Хань Ли сглотнул и взбодрился. Внезапно он отбросил бутылку, будто бы она была очень горячей, и быстро забился в угол комнаты. Он наблюдал за бутылкой издалека, а увидев, что ничего не происходит, он сильно рассердился. Свет, окружавший бутылку, заставлял ее выглядеть очень красиво, придавая ей таинственный цвет. Хань Ли мгновение колебался, а затем ткнул в нее пальцем. Видя, что ничего не происходит, он взял ее в руки, поставил на стол и стал исследовать ее. Несколько минут Хань Ли был сосредоточен на свете, который испускала бутылка. Бутылка поглощала часть света, который был сконцентрирован вокруг нее. Нет, нельзя сказать, что она поглощала свет. При близком рассмотрении это выглядело так, будто свет, будто бы живой, пытался заполнить бутылку как можно быстрее. Хань Ли было любопытно, и он прикоснулся к свету. Холодно. Это ощущение было необычно и не было чем-то, что так часто можно встретить. Ли поднял голову и продолжил наблюдать. Свет постоянно проникал через щель в окне и окно на потолке непрерывным потоком. Хань Ли осмотрелся, а затем полностью закрыл оба окна. Будто подозревая что-то, он приоткрыл дверь и осмотрелся. К счастью, был поздний вечер, и снаружи не было никого, кроме мелких животных и птиц. Было почти абсолютно тихо, а вокруг не было ни одного человека. Хань Ли вернулся в комнату, спрятал бутылку в мешочек и молнией выбежал из дома. Добравшись до уединенного места, он остановился. Ли осмотрелся, чтобы убедиться, что никого не было вокруг, а затем осторожно достал бутылку и поставил ее на пол. Сначала свет был очень ярок и осветил всю область, но когда он поместил бутылку в мешочек, свет начал исчезать. На мгновение Хань Ли почувствовал облегчение. Но, как и ожидалось, когда он вынул ее, свет стал концентрироваться снова. Однако на этот раз свет собирался со всех направлений, быстро собираясь вокруг бутылки, формируя один крупный шар света. Глава 14. Загадочная жидкость. Да.
Хань Ли победно вскинул кулак в воздух. В данный момент было отчетливо видно, что он всего лишь ребенок. Оказалось, что его предположение было верным. Когда окна были закрыты, количество света, которое слеталось к бутылке, было небольшим. Но когда бутылка находилась на открытой местности, количество света было намного больше. Но откуда прилетали эти лучи? Какая от них польза? Хотя он еще не знал ответа, было очевидно, что он сделал большой шаг на пути к ответу. Хань Ли думал, что очень быстро раскроет тайну бутылки, и был взволнован, ожидая результата. С рассветом, когда небо начало становиться ярким, свет вокруг бутылки стал исчезать. В то же время Хань Ли проверил состояние бутылки, чтобы убедиться, что никто ее не найдет. Он наклонился, подобрал бутылку и осмотрел ее. Но бутылка никак не изменилась, и все еще было невозможно открыть ее. Хань Ли чувствовал себя немного разочарованным, но видя, что утро было в самом разгаре, он отложил бутылку и приготовился уходить. В конце концов, он все еще хотел вернуться в комнату, чтобы попрактиковаться в культивировании. В течение нескольких последующих ночей в определенное время бутылка подвергалась тому же воздействию. Сферы света слетались к бутылке как моль к пламени, и независимо от того, была ли сфера большой или маленькой, она была жадно поглощена бутылкой. Хань Ли думал, что так будет постоянно, но на 8-й день произошло что-то новое. Хань Ли, как всегда, поместил бутылку на ее обычное место, чтобы та продолжила поглощать свет, как вдруг внезапно она остановилась. Внезапно темно-зеленые изображения начали испускать слабое зеленое свечение, а сверху бутылки появились золотые слова. Странные слова были внушительны и устойчивы, но ударения в них были необычны. Мерцая, слова напоминали о древней эре, когда были еще актуальны. Но вскоре все закончилось, так же быстро, как и началось. Кроме золотых слов, которые были теперь отпечатаны на бутылке, все остальное осталось таким же, как и прежде. Наблюдая за этими странными вещами в течение нескольких прошлых дней, Хань Ли больше ничему не удивлялся. Даже золотые слова, появившиеся на бутылке, не смогли его удивить. Небрежно взяв бутылку в руки, он попытался ее открыть. После небольших усилий бутылка со скрипом повернулась. Что? Хань Ли шокированно уставился на бутылку. Без усилий и без какой-либо задней мысли была решена проблема, которую он не мог решить все это время. Как же она могла быть решена настолько просто? Пораженно осматривая бутылку, чтобы убедиться, что глаза его не обманывают, он пытался успокоиться, прежде чем изучить ее содержимое. В бутылке была капля темно-зеленой жидкости, которая была не больше соевого боба. Внутренняя часть бутылки также была зеленой. Что это такое? Хань Ли был разочарован, он приложил столько усилий, а получил всего лишь это. Разочарованно поместив бутылку к себе в мешочек, Хань Ли развернулся и отправился к себе в комнату. Волнение, которое он поначалу испытывал, мгновенно улетучилось. Хотя бутылка была наконец открыта, результат был разочаровывающим. Хань Ли вернется и узнает тайны этой жидкости в другой раз. Возможно, в будущем она его удивит. Прямо сейчас единственное, чего он хотел, так это поспать. В течение прошлых нескольких дней ему не удалось как следует выспаться, что сказалось на эффективности его дневного культивирования. С тех пор, как под руководством старшего Мо он прошел первый уровень культивирования с напевом, Ли почувствовал, что в напеве больше не было нужды. С напевом или без него Ли не чувствовал удовлетворения, и поэтому он решил не полагаться на него в своем будущем росте. Узнав это, старший Мо сделал ему суровый выговор. Но даже когда пришло время продвинуться на следующий уровень, Ли воспринял это без энтузиазма. Старший Мо сердился и начинал сомневаться в своем выборе ученика. Думая об этом, Ли чувствовал небольшую обиду. Он не ожидал такой реакции доктора. Но то, что не мог себе представить Ли, так это то, что, проснувшись на следующий день, у него внезапно появится мотивация к культивированию. И он бросил все силы на это. Такой эффект был достигнут всего лишь единственным заявлением доктора. С каждым достигнутым тобой уровнем,
я увеличу количество серебра, которое ты получаешь. Старший Мо видел жажду, которую испытывал Хань Ли к деньгам, и так он обнаружил способ влиять на него. Это в достаточной степени мотивировало Ли к скорейшему повышению уровней. Следующие несколько дней Ли посвятил себя напеву. Каждый день с утра до полудня и с полудня до вечера он дважды заходил в комнату для культивирования, чтобы практиковаться. Любая мысль о том, что такой образ жизни был скучен и однообразен, была мгновенно выброшена из его головы. Ради культивирования Хань Ли доктор Мо даже закрыл долину руки Бога. Даже когда к нему приходили пациенты, он осматривал их за пределами долины. Хань Ли даже временно забыл о бутылке. Прошла осень, наступила зима, за ней весна, и вскоре наступило лето. Хань Ли вырос и стал еще более загорелым. Он был похож на тихого деревенского мальчика. Основываясь только на внешнем виде, он ничем не отличался от какого-нибудь мальчишки с фермы его возраста. Его внешность не привлекала внимания, он не был особо красив, и при этом он не создавал вокруг себя величественной ауры, как это делали дворяне. Это был результат проживания в каменном доме для культивирования. Иногда он путешествовал домой и обратно, иногда забредая к доктору Мо, чтобы почитать или узнать что-нибудь о медицине. Долина была всем его миром, а практика с напевом помогла достичь ему 3-го уровня культивирования. Глава 15. 4 года спустя. Доктор Мо удовлетворенно заметил, что Хань Ли старательно практиковал напев. Однако темп культивирования был все еще очень медленным. За прошедшие годы состояние доктора Мо ухудшилось. Он испытывал каждодневные приступы кашля. По мере ухудшения его здоровья, казалось, что он все больше был зациклен на успехе Хань Ли. Он регулярно убеждал Ли работать еще усерднее, что заставляло Ли полагать, что доктор слегка обезумел. Доктор Мо необычайно ценил Хань Ли. Он без колебания договорился о том, чтобы домой Хань Ли посылали все больше и больше денег, и следил за Ли как за заветным сокровищем. Достигнув 3-го уровня культивирования, восприятие Хань Ли улучшилось, и он начал понемногу расстраиваться. Иногда он чувствовал, что за пристальным, нежным и заботливым взглядом доктора Мо скрывается нечто вроде ужасающей жадности и тоски. Это чувство хладило Хань Ли. Таким взглядом смотрят обычно не на человека, а на какой-то предмет. Это было очень подозрительно. О чем думал доктор Мо, конечно, Ли не мог ответить на свой вопрос. Он очень устал от культивирования, в душе проклиная доктора, и часто испытывал желание сдаться. Однако он не останавливался, поскольку тогда бы он, фактически, предал своего благодетеля. И все же Хань Ли был настороже. Со временем это чувство усилилось. На данный момент Хань Ли испытывал небольшие проблемы в обучении. В прошедшие несколько лет у него была поддержка сильных лекарств, но с каждым разом доктор Мо давал все меньше и меньше. Естественно, поскольку Хань Ли не был гением, как только доктор урезал количество трав и вынудил Ли рассчитывать только на свои силы, его культивирование затянулось. Однако, если он пойдет и попросит помощи у доктора Мо, это будет означать, что Ли признает свою бесполезность. Доктор Мо потратил все свои сокровища, чтобы создать оптимальные условия для обучения, но Ли прогрессировал медленно. Таким образом, у Ли появилась еще одна причина нервничать в присутствии доктора, особенно тогда, когда тот задавал вопросы о его успехах. И все же это было странно. Даже при том, что доктор был чрезвычайно опытен в боевых искусствах и часто проверял успехи Ли, он не смотрел дальше пульса и общего уровня культивирования. При всем его опыте и знаниях, он, казалось, не замечал затруднительного положения, в котором находился Хань Ли. В конце концов Ли сдался и самостоятельно признался об этом доктору. Услышав об этом, цвет лица доктора Мо изменился с болезненно-желтого на бледное, как смерть. Это было действительно неприятно видеть. Казалось, что доктор Мо сумел сохранить спокойствие, однако он даже не сделал Ли выговор. Вместо этого он посоветовал Хань Ли принимать больше лекарств, а на закате пойти на вершину гору, чтобы культивировать. Он убедил его не сдаваться.
Спустя 2 дня доктор Мо взял сумку и некоторые медицинские принадлежности, покинул секту Семи Тайн и отправился в путешествие. После того, как он уехал, Ли был единственным, кто был в долине Руки Бога. Прошло 2 года. Чжан Тай продолжил свое обучение вместе со старшим учеником. Но вскоре после того, как он достиг 3-го уровня стиля бронированного слона, он внезапно исчез. Он только оставил записку, мол, до свидания, я уезжаю, чтобы исследовать мир. Эта записка и его отъезд вызвали большой переполох в пределах секты Семи Тайн. Обнаружив записку, Хань Ли пошел, чтобы спросить доктора Мо о том, что произошло. Он обнаружил, что семья Чжан Тая была цела и чувствовала себя хорошо, но Ли все еще чувствовал, что исчезновение было слишком подозрительным. Некоторое время он был опечален и продолжал расследовать, но так ничего и не обнаружив, вернулся к тренировкам. Хань Ли пришел к выводу, что Чжан Тай разочаровался в стиле бронированного слона и попросту сбежал посреди ночи. Хань Ли чувствовал, что не делает никаких успехов. Будучи по своей натуре ребенком, вместо того, чтобы тренироваться усерднее, он сделал перерыв и покинул долину Руки Бога, отправившись к горе Красного Облака. Следуя по горным тропам, Ли обнаружил незнакомую для себя и решил пойти по ней. Оглядываясь по сторонам, Хань Ли чувствовал сильное горе и сожаление. Последние несколько лет для него были словно заключение. Это было впервые, когда он покинул долину за долгое время. Он предположил, что, хотя внешний мир остался относительно тем же, все знавшие его ученики, вероятно, полностью забыли его. По дороге он столкнулся с учеником из патруля. Видя, что Хань Ли носил незнакомую одежду, и лицо его также было незнакомым, он задержал Ли, потребовал подробно объяснить, кем тот был. Чтобы в дальнейшем избежать подобных проблем, Хань Ли стал путешествовать по маленьким козьим тропкам, избегая любых людных мест. Как и ожидалось, здесь он не встретил ни одного контрольно-пропускного пункта, которые так раздражали, и мог свободно путешествовать. Пейзаж снаружи долины был действительно красив. Разница с внутренней частью была как черная и белая. Слыша пение всех видов птиц, он ненадолго отбросил все свои заботы. Внезапно звук сталкивающегося оружия ворвался в эту идиллию. Также были слышны звуки приветствий и крики. Это был очень отдаленный район. Откуда здесь столько конфликтующих людей? Это возбудило интерес Хань Ли, и тот на мгновение забыл о своем решении избегать других людей. Он помчался на звук и вышел к краю утеса. Что здесь происходит? Он был даже немного напуган. Ниже утес был полностью покрыт деревьями, и там было около 100 человек, некоторые стояли, а некоторые сидели на ветвях деревьев, наблюдая сверху. В пределах этого окружения было 2 группы людей, наполненных враждебностью. По левую сторону было 11-12 человек, а справа, возможно, около 6-7. Ли заметил, что все люди были примерно одного возраста. Им всем было примерно по 10 лет. Лицо Хань Ли расплылось в улыбке. Какое совпадение, в толпе он увидел несколько знакомых лиц. Хань Ли сел на ветку дерева, наблюдая за происходящим, а также по одному подзывая знакомых. Ван Цзинбао, Чжан Далу, Маюн, Сун Лисонг. Вах! Ван Депинг раньше был толстым, а теперь стал еще толще. Даже без домашней еды. Он изумленно щелкнул языком. Лю Тэтоу раньше был неприметным темноволосым ребенком, но посмотри на него теперь. Он стал неожиданно красив.